Всем привет, меня зовут Humid Peach, и сегодня вы на моем канале. Мне 21 год, и мне все можно. А вообще, сегодня с вами поговорим о монетизации, спонсорстве и откуда вообще у художников могут быть деньги. Потому что, мне кажется, эта тема очень важная для многих из вас, особенно для тех, кто идет в творчество именно за деньгами и начинает рисовать портреты именно из-за денег, а не потому, что он действительно хотел рисовать портреты и ему нравятся человеческие лица. Но я не буду как тетка зачитывать вам нотацию и говорить, что правильно, что неправильно, делайте, что хотите. Сегодня мы просто понаблюдаем, как я рисую в акварели, я немножко, может быть, прокомментирую этот процесс, и хотелось бы сказать про монетизацию, спонсорство и как я конкретно получаю деньги со своего творчества и того, что я делаю в сети. Если честно, все достаточно просто. Я не особо на данный момент получаю деньги из социальных площадок, это Инстаграм и Ютуб, потому что в Инстаграме ты должен монетизировать себя самостоятельно, то есть площадка тебе не выплачивает деньги за то, что ты выкладываешь много постов и собираешь много лайков. Ты должен сам придумывать, что тебе делать. Многие что делают? Они делают мастер-классы, вебинары, всякие чек-листы и все подобное, что только может собрать хоть какую-то сумму денег. В это также входит реклама чужих профилей, аккаунтов, брендов и так далее. Этим я тоже не часто занимаюсь, поэтому не могу отнести это к разделу постоянного заработка. В этом плане YouTube-площадка намного прикольнее, в том плане, что она тебе платит за твои труды. Но вот на данный момент, из-за того, что я не очень часто гость на YouTube-канале и не часто публикую свои видео, я, конечно, не очень много получаю со своих видео. То есть в среднем за месяц я могу получить около $100, но чаще всего у меня, например, не доходит до этой суммы, и я просто не получаю ничего, потому что максимальная, точнее минимальная сумма для вывода — это $100. Так как у меня не очень много просмотров, не очень много видео, и я нахожусь на границе России, большинство моих роликов на русском языке, то, конечно же, моя монетизация немного ниже, чем, например, у европейских художников. Возможно, точно сказать не могу, но я знаю, что у России в этом плане немножко монетизация будет ниже. И тут у вас, наверное, наклевывается вопрос, а какого хрена ты постоянно в Дубае? Откуда у тебя столько материалов и что вообще происходит? У тебя богатые родители? У тебя что вообще? Кто-то умер и тебе досталось наследство? Нет, ребят, все проще. Я путешествую, на самом деле, не очень часто, это только Дубай, Монако и Сочи были за последний промежуток времени. Все остальное время я нахожусь в России. Если вы смотрите мой инстаграм и видите геолокации с разными городами и странами, то это ничего не значит, это просто геолокации. Я не путешествую так много, как вы думали. Но меня спонсируют иногда, то есть путешествия в Дубай и Монако проспонсированы, потому что я блогер, художник. Вот и все. Даже та же поездка в Монако, где я попадала в номинацию инфлюенсеров 2019 года, она была полностью оплачена спонсорами, то есть компания, которая устраивала это мероприятие, она оплатила билеты, проживание и все такое. Поэтому, да, в этом плане, наверное, я везунчик. В целом я зарабатываю на своем рисовании, то есть я просто рисую рисуночки и продаю их. Очень редко беру заказы, это отдельная тема, но в целом просто я хочу посвящать себя больше творчеству. Это единственная причина, почему я меньше беру заказов. А что касается материалов, тут все намного проще. Как и с поездками, меня спонсируют, мне присылают магазины материалы, которые мне нужны, которые мне интересны. Например, сейчас два главных моих спонсоров, это не реклама, просто говорю, ну как все есть. Красный карандаш — это интернет-магазин и бренд Royal Talents. Talents. Блин, не знаю, как я правильно это произносится, если что, поправьте меня. Короче, они присылают мне разные материалы, потому что я художник молодой, мне интересны все материалы, пастели, масло, акрил и все подобное. Я всем этим пользуюсь, просто не всегда показываю. Есть две причины. Либо я еще не научилась ими рисовать, либо я еще не сделала прикольную работу, либо мне не понравилось, например. Но это очень редкий случай, потому что мне обычно все нравится, если честно. Вот, сотрудничаю именно с этими брендами, потому что они не ставят жестких рамок, и получается, что я могу пробовать новые материалы, и если мне нравится, я их показываю. Вот и все. Единственное условие. Но также многие материалы покупаю самостоятельно, потому что нет возможности, например, взять их у того же красного карандаша, или их просто нет в России, или еще есть много причин. Например, многие бренды творческие, они не сотрудничают с блогерами, художниками и так далее. То есть у них нету этого в привычке, как, например, в бьюти-сфере каждый бренд всегда сотрудничает с блогерами.
В России все же в этой сфере немного все проще, немного не очень радостно. Это бартерная основа, никаких денег и ничего такого. То есть максимум ты получаешь материалы, снимаешь, пользуешься и все. За границей же ты получаешь отчисления за то, что приводишь покупателей и так далее. То есть там это монетизируется. В России нет. Не знаю, к счастью, к сожалению, но реферальных ссылок я, как видите, не оставляю вам и ничего не получаю. Я максимум могу сказать, вот, скидка, промокод 10% в красном карандаше, и я с этого ничего не получу. Магазин просто отслеживает, сколько покупателей я привела к ним, и все. Почему я привела такой пример? Потому что, например, я могла сотрудничать с Jackson Art, они мне хотели сделать мою ссылку реферальную, то есть если бы я приводила к ним новых покупателей, то я бы получала какой-то процент. Но на данный момент я не согласилась на это условие, потому что мне это неинтересно. Не знаю, интересно ли вам это узнать, но я сказала. Спасибо, что досмотрели до конца, но это не все. Вообще, конечно, спасибо, что досмотрели до конца этот видеоролик. Я понимаю, что у многих складывается впечатление, что я очень богатый человек, но просто создается видимость того, что я не показываю многие аспекты, и поэтому вам кажется, что я там, как другие блогеры, деньги лопатой гребу, но на самом деле это не так. Надеюсь, это видео вам помогло как-то понять все эти моменты, потому что, ну, я, по сути, сказала, что многие материалы я получаю бесплатно, поездки бесплатные, что там еще было, не помню. В общем, я не миллионер. Вот, и поэтому, если вы захотите меня поддержать, то можете переходить по ссылке в профиле, точнее, в описании видео, она указана, там есть ссылка на донаты, то есть вы можете скинуть мне денежку, там 10 рублей, рубль, без разницы. Каждая монетка будет считаться поддержкой, и всех, кто спонсирует меня таким образом, я буду указывать в конце видеоролика. Возможно, сейчас даже попробую вставить самые последние донаты. Вообще, я, на самом деле, эту штуку не рекламирую никогда. Вот. Подумала, что, наверное, стоит вставлять это в конец или начало видео. Подскажите мне, как лучше делать. Вот, и если захотите, меня можете поспонсировать. Также есть у меня веб-сайт, где вы можете приобрести мои работы. Это единственный мой заработок на данный момент. Поэтому всем спасибо, что смотрели это видео. А теперь я постараюсь его сделать 10-минутным, и там будет, скорее всего, музыка, поэтому можете выключать, можете не выключать. Можете просто послушать какую-нибудь музыку. Ну или не факт, что там будет музыка. Короче, всем пока. Спасибо всем, кто сейчас меня поддерживает в моем возвращении на YouTube-канал. Спасибо всем челикам, такое смешное слово, людям, которые в Telegram-чате общаются, делятся своим опытом. И, короче, я впервые начала чувствовать какую-то отдачу от аудитории, потому что, блин, я целый год думала, что я делаю все в какую-то, блин, черную дыру, потому что я не получала ни ответа, ни привета, потому что у меня нет выставок, я никак не соприкасаюсь с аудиторией в реальной жизни, и поэтому у меня нет понимания, что у меня есть эта аудитория. Буквально вот там 2 недели назад меня впервые узнали в Дубае-моле, арабская девушка меня узнала, я была в шоке, потому что это реально необычно, меня даже в России, мне кажется, не особо так часто узнают, как в Дубае, при условии, что я очень редко выхожу на улицу. Возможно, это моя проблема, что я не ощущаю никакой популярности, потому что у меня разбросана аудитория, и я не выхожу из дома. Короче, спасибо всем, кто активничает, оставляет комментарии. Все читаю, не на все отвечаю, честно буду отвечать, потому что, ну, у меня нет сил отвечать на все, и не всегда нахожу слова подходящие, вот. А на негатив тем более мне не находится слов иногда. Поэтому всем пока. Так, надеюсь, там подмышки не волосатые. Ну все, конец это, как бы. Всем пока, подписывайтесь, там ставьте колокольчики и хуёльчики. Короче, вот как-то так. Наверное, по мне сейчас муравьи ползают, потому что я видела где-то муравейник.